Всем привет! Сегодня я буду смотреть новый музыкальный клип от группы Baby Metal. Перед началом просмотра хотела бы вам сказать, у меня есть Patreon. Если у вас есть желание смотреть мои видео раньше, чем другие зрители, то можете проходить по ссылке в описании. Мне будет очень приятно вас видеть там. Также вы можете мне писать в личные сообщения. Я стараюсь по максимуму по-быстрому отвечать. Там у нас небольшое комьюнити, поэтому мне будет очень приятно вас там видеть. Песня называется "Касука Нахана", надеюсь, правильно. Да, давайте начнем смотреть. Окей. 誰にも気づかれずとも一輪のかすかな花ほころんでいました。燃えるような紅とは言えないが静かな赤ひらめかせてた。両足に引きずる過去がずっと僕を立ち止まらせていました。この迷いを断ち切ればいつか僕も隣で咲けるでしょうか。指をすり抜ける未来は何を間違えた罰か。自分を傷つけるばかりですましい喜びそれさえためらってしまう。もうやめにしたいよ。花はただりんと咲いていました。それだけで僕は幸せでした。この一輪だけを守れたらいい。強くなりたいと願って僕の捨てた弱さは代表っていました。迷いは断ち切れない迷いながら僕にやって土にたくましく根を張るように風に儚く揺れる動くようにゆるりを転んでいく。У! 誰にも気づかれずと Ну-ка, перед началом второго куплета, хотела бы быстренько высказать свои мысли и впечатления. Во-первых, что я могу отметить, то, что интересное сочетание. Я не знакома с этим артистом, впервые его слышу, но тем не менее их сочетание с Baby Metal, шикарное. Как и всегда, все сочетания с Baby Metal, я считаю, все, идеальные. Что я для себя подметила, то что, звучание очень такое интересное. Я не знаю, возможно, это, привнес именно этот, артист, в эту песню что-то такое интересное, либо же песня была так задумана. Но звучит очень, непривычно, не своеобразно, как будто бы для Baby Metal, но, звучит очень очень занятно, я могу сказать. И касаемо смысла вот, 1 части, что я поняла, что все таки да, они поют, точнее, рассказывают историю о цветке. В моем понимании тут больше, рассказывается в образе цветка о жизни человека. В этом образе то, что они сравнивали, то, что цветок, о котором они поют, не такой красный, как, возможно, какие-то другие цветки, но тем не менее этот цветок продолжает, расцветать, продолжает жить. В моем понимании, что, все описывается про жизнь. То есть не обязательно, нужно быть, точнее, не обязательно достичь супер каких-то высот в этой жизни, чтобы твоя жизнь имела ценность. Я лично считаю, что не каждый абсолютно человек или не каждому абсолютно человеку нужно достигать, все достижения мира. Ам, Жизнь просто ценна тем, что мы живем и можем наслаждаться, ам, обычными вещами, тем, что мы дышим, тем, что мы можем есть вкусную еду, смотреть на красивые пейзажи. Я думаю, даже как минимум, поэтому нужно любить жизнь и ценить. И даже несмотря на то, что, некоторые люди, к примеру,
не достигли каких-то высот, не получили Нобелевскую премию, не получили мировую славу. Несмотря на это, у обычного человека, его жизнь тоже очень ценна и, ничем абсолютно не отличается от обычного человека. И также поется, несмотря на то, что кажется жизнь, такой обыденной, и тут переход от, слабости к сильному. То есть, человек критикует себя за то, что он такой, простой, что ли. Вот этот артист исполнял. Я лично считаю, да, мы очень все люди самокритичны, но несмотря на абсолютно это, мы все достойны жить и, достойны любить эту жизнь. Интересная тема, достаточно новая тема, как для меня, вот Baby Metal такое слышать. Классно. Даже какая-то отсылка, знаете, к какому-то, возможно, к японской философии либо буддизму, как для меня такое понимание, ам, этого смысла текста. Ну, давайте дальше продолжим. 誰にも気づかれずとも一輪のかすかな花ほころんでいました生まれた場所に縛られてようが誰より自由に揺らいでた両足に引きずる過去もちゃんと明日に携えていかなくちゃ無と然の間を行って帰る僕はその中にある気がした弱さを認められないから強く揺るぎないたやすく消し折れる心寂しさに見覚えがありましたそれは君の形として出した遠く過ぎ去るだけの А, как мне вот эти 2 строчки очень понравились, на японском так, в рифму звучит. У меня, мой мозг просто кайфанул. Ну-ка, еще раз давайте прослушаем. 強く揺るぎないたやすく消し折れる心寂しさに見覚えがありましたそれは君の形として出した遠く過ぎ去るだけの荒い夢の日々静心なく散るように生きて何も満たされていないのにどうして僕はこの日々を続けるんだろうもうやめなさいよ花はただりんと咲いていましたそれだけで僕は幸せでしたこの一輪だけを守れたらいい強くなりたいと願って僕は捨てた弱さまた光ってました迷いは断ち切れない迷いながら僕になって土にたくましく根を張るように風に儚く揺れ動くようにゆりほころんでいく Ух, ага, слушайте. Да, я думаю, что я все таки угадала смысл тут, и в конце как раз показываются 2 цветка: один красный, один белый, либо же такой бледный. И, как я ранее говорила, то, что действительно, как я считаю, что в песне сравниваются наши жизни, обычных людей, с другими людьми, которые, достигли всего на свете, но тем не менее, нас ничего не отличает касаемо нашей жизни, нашей ценности нашей жизни. Ам, и такое сопоставление, весьма интересно такое слышать. И, да, то, что вот, пели касаемо того, что прошлое, вот эти все какие-то проблемы, либо же, ам, какие-то обиды, не получается в настоящем времени их все оставить, и по сей день то, что они мешают жить. Но тем не менее, как я считаю, главный посыл того, что, мы все ценны, мы все прекрасны, несмотря на то, что кто-то чего-то достиг, а кто-то чего-то нет. Это абсолютно нормально. Иногда
Возможно, меня кто-то поймет, а кто-то не поймет. Ам, Недавно меня посетила мысль о том, что, ам, в этом идеальном мире, где все к чему-то стремятся, ам, к чему-то такому великому, иногда думается, хочется ничего не достигать, а просто жить. Просто быть обычным человеком и делать ничего, ам, сверхъестественного со своей жизнью. Вот. Иногда, конечно, просто хочется, как и в песне поется, быть просто незаметным. Что, собственно, у меня и получается. Но все же, в общем, посыл, прекрасный, мне очень понравился. Понравилось то, что они, всё так интерпретировали, ам, нашу жизнь, как она проходит, наши проблемы, наши мысли, наше видение жизни, с помощью олицетворения цветов. Звучит весьма современно, интересно. Картинка тоже, видео прекрасное. Мне очень понравилось такое сочетание, то, что 2 артиста, пели на японском. Мне особенно понравились эти 2 строчки, где они в рифму пели. Так интересно звучит. И меня очень заинтересовал этот, артист. Даже не знаю, может быть, что-нибудь от него еще как-нибудь посмотрю, не знаю. Но мне действительно понравилось. Хотелось бы еще посмотреть, как бы, выглядела лайв-версия их выступления. Все таки как я считаю, отличается чем-то, атмосферой. Также присутствуют, на протяжении всего, пения танцы, поэтому, в общем, будем ждать лайв-версию. Надеюсь, получится посмотреть. В общем, пишите в комментариях, как вам этот клип. Что вы думаете о нем? Я думаю, то, что все таки они заложили глубокий смысл в этот текст. Я думаю, что они хотели, чтобы слушатели поняли, в этих словах, о том, что они пели о цветке, что все таки они пели о жизни человека. И, в очередной раз меня, да, удивляет Baby Metal о том, что они Ам, мотивирует, наверное, на жизнь, несмотря на то, что если кто-то чего-то не достиг, это абсолютно нормально. Наша жизнь абсолютно одинаково ценна, поэтому давайте любить нашу жизнь, она прекрасна. В общем, пишите в комментариях свои мысли, понравился ли вам клип, как вам, такое сочетание с таким артистом. Я впервые лично его слышу. И как вам смысл текста? Пишите в комментариях, вместе пообсуждаем. И мне будет очень интересно послушать. Всем спасибо, пока!